Глава 571. Ученик священной арки шести путей. Поскольку духовное чутье было заблокировано, Хань Ли сразу же понял, что прибывшие были необычными культиваторами. Расправившись с хитрым белым силуэтом с помощью золотых прожорливых жуков, Хань Ли теперь мог сосредоточить свое внимание на только что прибывшем культиваторе поздней стадии формирования ядра. Хань Ли перевел взгляд на долину и увидел, что магическую формацию накрыло непроницаемым барьером черной иньцы. Казалось, Юань-Я перешла к заключительному этапу техники возобновления души. И если бы кто-то помешал ей в этот момент, то Ян Ли была бы навсегда остаться бестелесной душой, а Юань-Я получила бы серьезные травмы. Хань Ли нахмурился и задумчиво повернул голову. Хотя он и не знал, откуда появился этот юноша, он не смел его недооценивать. Конечно, Хань Ли тоже не боялся его. Уверенный в своих фантастических магических сокровищах, Хань Ли не считал культиватора формирования ядра потенциальной угрозой. Затем он задумался над тем, следует ли ему атаковать первым. В конце концов, появление еще одного культиватора могло стать большой проблемой, поскольку он мог присоединиться к другим. Внезапно выражение на лице Хань Ли изменилось. Мужчина вышел из кареты и направился прямо к Хань Ли вместе с красивой женщиной. Выражение лица Хань Ли стало торжественным. Он тут же поднял руки и выпустил своих гигантских марионеточных обезьян, чтобы те защищали долину, пока его не будет. После этого Хань Ли без дальнейших колебаний метнулся в направлении мужчины и женщины, превратившись в полоску лазурного света. Если бы он сражался с культиваторами в долине, это могло помешать ритуалу Юань-Я. Поскольку он знал, насколько силен его враг, он считал, что потребуется какое-то время, чтобы избавиться от него. Поэтому он воспользовался возможностью приблизиться к врагу и увести его подальше от долины. Хотя юноша и не летел слишком быстро, через мгновение Хань Ли встретил его на краю острова. Еще до того, как Хань Ли прибыл на остров, он уже изменил свою внешность, поэтому он не боялся, что его узнает кто-то, кто ищет небесный котел. Между Хань Ли и элегантным мужчиной было расстояние около 400 метров. Когда он увидел их, в его глазах мелькнуло удивление. Хотя золотой свет, светившийся во лбу юноши, был просто ради красоты, он все равно давал представление о том, что его искусство культивации было своеобразным. Однако Хань Ли невольно взглянул на женщину позади мужчины, в его глазах мелькнуло странное выражение. По какой-то неизвестной причине Хань Ли почувствовал, что уже где-то видел ее раньше, хотя он и был уверен, что видит ее впервые. Если бы он видел ее раньше, то определенно бы запомнил. В этот момент они оба взглянули на Хань Ли. Вэнь Тиньжэнь держал руки за спиной, а в его глазах мелькнуло странное выражение. Затем он улыбнулся и сказал: «Могу я узнать ваше имя, высокоуважаемый?» «Тот, кто исполняет еретическую технику, ваш компаньон, да». Когда Хань Ли услышал это, его сердце дрогнуло. Очевидно, этот юноша знал происхождение небесного предзнаменования, что делало его еще более опасным, чем он себе представлял. «Мое имя важно. Однако я должен вас попросить покинуть это место. Раз вы двое уже знаете, что это небесное предзнаменование не является признаком появления сокровища, почему вы двое пришли на этот остров?» — спросил Хань Ли серьезным тоном. Юноша равнодушно ответил: «Я прибыл не из-за небесного предзнаменования, а из-за вас, из-за меня». Хань Ли нахмурился. Он этого совсем не ожидал. В глазах Вэнь Тиньжэня мелькнули следы враждебности, но он продолжил говорить равнодушным тоном: «Верно. Раз вы, высокоуважаемый, не желаете называть свое имя, я не буду настаивать. Однако я знаю обо всех культиваторах формирования ядра в каждой секте, и ваше лицо мне не знакомо. Кажется, вы бродячий культиватор. В этом случае я хочу предложить вам и ваши два варианта. Вы либо вступаете в нашу коалицию, становитесь исполнителем моего мирного божественного зала, следуя всем моим приказам, либо вы умрете сегодня же. Слушаться вашим приказам. Присоединиться к коалиции. Вы член коалиции звездопада». Хань Ли был ошеломлен, услышав это. Молодая женщина проговорила нейтральным тоном: «Молодой мастер Вэнь, блестящий ученик священной арки шести путей коалиции звездопада. Если вы станете подчиняться ему и поклянетесь ему в верности, это не будет позором для вашей чести. Кроме того, с вашим уровнем культивации вы сможете занять высокую позицию. Вы ученик священной арки шести путей». Лицо Хань Ли слегка дрогнуло. Хотя Хань Ли предполагал, что личность этого человека была необычной, он и представить себе не мог, что настолько. Когда Вэнь Тиньжэнь увидел шок Хань Ли, хотя выражение на его лице оставалось неизменным, в его глазах мелькнул след самодовольства. Он был доволен тем, что Хань Ли знал о его личности. Он не чувствовал никакого стыда в том, что называл себя учеником священной арки шести путей, поскольку считал свою личность ресурсом.
Однако чувство гордости собой мгновенно исчезло, когда на лице Хань Ли появилась усмешка. Хань Ли проговорил, усмехнувшись: «Значит, вы молодой мастер коалиции звездопада. Прошу прощения за отсутствие манер. Однако у меня нет ни малейшего желания присоединиться к вам, но и умирать я сегодня не собираюсь. У меня есть к вам встречное предложение. Может, я тогда заберу вашу жизнь». Вэнь Тиньжэнь тут же понял тот тон, с которым говорил Хань Ли, что у этого человека совершенно не было благосклонности к коалиции звездопада. Более того, он почувствовал своих духовных чутьем кровожадность, которая исходила от этого культиватора, независимо от того, сдался бы он или нет. Поскольку Хань Ли собирался сразиться с ним в любом случае, он не собирался быть вежливым. Другие могли бояться коалиции звездопада, но Хань Ли это не особо волновало. В конце концов, поскольку у него был небесный котел, за ним и так охотились все культиваторы области моря рассеянных звезд. Что ж, очень хорошо. Вэнь Тиньжэнь яростно улыбнулся и уставился на Хань Ли пронзительным взглядом. Сказав это, он тут же выплюнул полоску синего света. Хань Ли нахмурился и бессознательно взмахнул нефритовым скипетром, мгновенно окутав себя барьером красного и желтого света. В тот момент, когда появился барьер, полоска синего света врезалась в него с приглушенным ударом. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, его отбросило на 10 метров из-за этого удара. В тот момент он ясно видел, что синяя полоска света была своеобразным шилом, длина которого составляла всего несколько дюймов. Она потрескивала синим светом, в котором вращалось несколько талисманных иероглифов. Без дальнейших промедлений Хань Ли щелкнул пальцами и выпустил 10 полос лазурного меча Ци в сторону голубого шила. В следующий момент Хань Ли хлопнул рукой по своей сумке для хранения и достал 5-элементный браслет. Он тут же засверкал радужным светом и завис в воздухе, издавая еле слышное гудение. Другой рукой Хань Ли выпустил более 20 летающих мечей в направлении Вэнь Тиньжэня. Вэнь Тиньжэнь был не удивлен, что его атака была заблокирована. Вместо этого он спокойно сжал руки и вызвал маленький флаг. Флаг длиной в 4 дюйма засверкал фиолетовым светом и стал испускать удивительную духовную ци. В этот же момент Вэнь Тиньжэнь увидел перед собой рой летающих мечей, и на его лице мелькнуло удивление. Он тут же взмахнул фиолетовым флагом в руке, в результате чего из него вырвалось бесчисленное количество пурпурных облаков. Облака тут же полностью окутали его, скрывая из виду. Хань Ли был раздражен этим, поскольку хотел использовать свой 5-элементный браслет, чтобы схватить Вэнь Тиньжэня. Теперь он объединил свой браслет в одно огромное кольцо и защитил свое тело. В этот же момент он сделал руками жест заклинания, активируя технику призрачных мечей. 24 лазурных меча внезапно размылись и превратились в рой из 96 лазурных полос, которые тут же пронзили пурпурное облако. Когда женщина увидела это издалека, она была удивлена так, что ее лицо побледнело от увиденного. Вскоре на ее лице мелькнуло сложное выражение. Лазурные полосы света напоминали рой ос, который непрерывно пронзал лазурное облако. Однако их бесчисленное количество, а так проходили облако насквозь, как будто там ничего не было. Когда Хань Ли увидел это, он бессознательно нахмурился, и выражение его лица стало мрачным. Хотя он знал, что будет не так просто избавиться от Вэнь Тиньжэня, это превзошло всего его ожидания. С этой мыслью он указал на свои летающие мечи, которые тут же трансформировались в 10-метровые мечи, испускающие удушающее давление. В тот же миг Хань Ли похлопал по сумке для хранения духовных зверей на его поясе. Глава 572. Ожесточенная битва. Бесчисленное количество золотых прожорливых жуков вылетело из мешка для хранения Хань Ли, а затем превратилось в огромное трехцветное облако. Рой был около 100 метров в диаметре и яростно гудел, испуская жуткое давление. Внезапно раздался испуганный голос молодой женщины. В глазах Хань Ли сверкнул холодный свет, и он перевел взгляд на женщину. Женщина прикрыла рукой свой изящный ротик, в то время как в ее глазах было изумление. Хань Ли был удивлен, заметив, что ее выражение. Казалось, в нем был отголосок необъяснимой радости. Хань Ли немного отвлекся на это, как вдруг ужасающий грохот прямо придом с ним привел его в чувство. Он с тревогой взглянул на фиолетовое облако перед ним. Древний медный щит, сверкающий белым светом, вылетел из фиолетового облака и заблокировал удары двух его огромных мечей. Хань Ли внутренне вздохнул, но еще пока не собирался убирать свои летающие мечи. Изначально он надеялся на материал, из которого были изготовлены его летающие мечи, который мог сокрушить магические сокровища обычных культиваторов. Но теперь, когда он достиг поздней стадии формирования ядра, мощь его магических сокровищ явно отставала от сил культиваторов того же ранга.
Даже когда мечи сливались вместе, они не представляли большой угрозы для культиватора того же ранга, что и он. Когда Хань Ли подумал об этом, два летающих меча продолжали наносить удары по фиолетовому облаку, но древний щит мог легко блокировать каждый удар. В этот момент Хань Ли взмахнул еще двумя сумками для хранения, выпуская наружу группу золотых прожорливых жуков, которые в мгновение ока наполнили собой воздух и метнулись в фиолетовом облаку. Хотя он и не знал, из чего состояло фиолетовое облако, Хань Ли был уверен, что оно не будет помехой для золотых прожорливых жуков. При виде внезапного появления огромного облака насекомых, Вэнь Тиньжэнь холодно фыркнул: «Ха! Техника насекомых!» «Да ты сам напросился», — Хань Ли обрадовался, услышав его слова. Кажется, Вэнь Тиньжэнь рассматривал его золотых прожорливых жуков как обычных насекомых. В этом случае его смерть была практически гарантирована. Хань Ли внутренне ухмыльнулся, когда его жуки достигли фиолетового облака Вэнь Тиньжэня. Внезапно из облака раздался крик: «Проваливайте!» Затем произошло нечто удивительное, из фиолетового облака внезапно вспыхнул золотой свет, а затем вырвалось бесчисленное количество золотых нитей. Золотые нити выстрелили в рой золотых прожорливых жуков, пробивая их насквозь. Мертвые жуки стали сыпаться с неба, как золотой дождь. Золотые нити действительно подавили золотых прожорливых жуков. Жуки были очень устойчивы к атакам магических сокровищ, но против этих золотых нитей они были совершенно беззащитны. При виде этого Хань Ли охватила тревога и ярость. Он поспешно просвистел своим жукам, чтобы они вернулись к нему. Однако золотые нити не собирались позволять жукам так легко ускользнуть. Они выстрелили в жуков, когда те улетали, и продолжили истреблять их. Хань Ли нахмурился, тут же хлопнул по своей сумке для хранения и достал древнюю цветочную корзину, поспешно выбросив ее в воздух. Цветочная корзина превратилась в облако белого ци в мгновение ока, которое тут же поплыло в направлении золотых нитей. Как только облако белого ци накрыло рой насекомых и очутилось рядом с золотыми нитями, Хань Ли сформировал руками жест заклинания. Облако белого ци тут же стало вращаться и сверкать белым сиянием. Золотые нити окутало белым сиянием, в котором они тут же застряли, без возможности двигаться. Рой жуков воспользовался этим и поспешно вернулся в сумки для хранения духовных зверей. Однако выражение на лице Хань Ли все еще было крайне неприглядным. За несколько секунд боя он потерял почти 10 тысяч своих черно-золотых прожорливых жуков. Если бы он не использовал древнюю цветочную корзину, потерь было бы больше. Каким странным магическим сокровищем были эти нити, что обладали такой ужасающей силой, Хань Ли был в полном недоумении от произошедшего. Его жуки потерпели поражение, прежде чем успели проявить свою огромную силу. Хань Ли на мгновение стал подавленным, а затем заметил, что золотые нити стали претерпевать трансформацию, находясь в белом ци. Постепенно они стали тускнеть, являя свою истинную форму. Это были тонкие золотые иглы, толщиной около дюйма. Когда Хань Ли увидел это, он был действительно потрясен. Вэнь Тиньжэнь фактически использовал летающие иглы, самое сложное в создании магическое сокровище, и их было не меньше сотни. Однако Хань Ли, казалось, что-то внезапно вспомнил. В этот момент золотые иглы одновременно выпустили ослепительный блеск и трансформировались в огромный золотой меч. Золотой меч слегка дрогнул, развеял ограничения цветочной корзины и метнулся в направлении Хань Ли. Выражение лица Хань Ли стало мрачным. Он тут же достал из своей сумки для хранения искрящийся лазурный талисман. Это был талисманное сокровище, которое Лао Мэнцинь не дал ему в небесном зале. Поскольку это сокровище было создано из летающих игл, Хань Ли решил, что они должны быть равными по силе. В тот момент, когда золотой меч двинулся на Хань Ли, он снова раскололся на бесчисленное количество золотых нитей. Без дальнейших колебаний Хань Ли сплел облако лазурной ци из талисманного сокровища. Сверкнув лазурным светом, талисманное сокровище превратилось в полоску лазурного света. Как только лазурный свет покинул световой барьер Хань Ли, он мгновенно превратился в массивное число лазурных потоков света. На первый взгляд они ничем не отличались от золотых нитей, за исключением цвета. Что это? Вэнь Тиньжэнь был ошеломлен, увидев это. Золотые нити уже достигли Хань Ли и столкнулись с лазурными нитями, покрывая все небо пульсирующими световыми вспышками. Вэнь Тиньжэнь взволнованно крикнул и холодно спросил: «Ночно-лазурные иглы? В каких ты состоишь отношениях с Лао Мэнцинь?» Это его талисманное сокровище. Этот старый призрак всегда был раздражающе скупым и дорожил этими иглами, как собственной жизнью. Неужели ты его ученик? Когда Хань Ли услышал, что Вэнь Тиньжэнь раскрыл тайну ночно-лазурных нитей, его сердце дрогнуло, но он тут же пришел в себя. Хотя история с небесным котлом получила широкое распространение, конкретных деталей никто не знал. В противном случае он наверняка бы выдал свою личность из-за этих иголок.
Вот почему Хань Ли проигнорировал этот вопрос. Вместо этого он распространил всю магическую силу по всему телу и воспользовался замешательством Вэнь Тиньжэня, оттолкнул потоки золотого света, перевесив преимущество на свою сторону. Яростный голос Вэнь Тиньжэня снова раздался из фиолетового облака. «Ты сам напросился. Раз ты не хочешь объяснять, я не собираюсь проявлять к старику Ци ни должного уважения. Я хочу, чтобы ты лично стал свидетелем самого грозного дьявольского искусства культивации во всей области моря рассеянных звезд, дьяволы 6 путей. Теперь пеняй на себя». Сказав это, он тут же возвратил золотые нити в свое фиолетовое облако. Хань Ли нахмурился, вокруг вдруг стало тихо. Без дальнейших размышлений он направил лазурные полосы в фиолетовое облако, мгновенно пронзив его. Однако воз был и ныне там, это не произвело никакого эффекта. Лазурные полосы прошли насквозь через фиолетовое облако. Хань Ли решительно возвратил своих иглы в талисман и убрал в сумку для хранения. Поскольку ночно-лазурные иглы были чрезвычайно мощными, он не собирался распылять мощь талисманного сокровища понапрасну. Хань Ли уставился на фиолетовое облако в нерешительности. У него было такое выражение, будто он хотел действовать, но сомневался в необходимости этого. В следующее мгновение фиолетовое облако внезапно дрогнуло и вызвало шторм, активируя духовную ци в радиусе несколько десятков километров, которые тут же стали вливаться в фиолетовое облако, как реки в океан. Затем облако стало дико расширяться, а его цвет стал светло-серым. Кроме того, из облака начали выходить странные звуки. Сначала они были мягкими, а затем стали оглушительными, вызывая тревогу у тех, кто слышал их. При виде этого Хань Ли перестал колебаться. Он внезапно схватил правую руку левой рукой и направил их на светло-серое облако. Его рука стала собирать холодную, зловещую ци. По мере того, как природные ци продолжали дико вливаться в светло-серое облако, звуки, доносившиеся из облака, стали все громче, наполняя ужасом сердце низкоранговых культиваторов. Глава 573. Дьявольское опустошение против дьяволов 6 путей. Резко контрастируя с постепенным расширением серого облака, Хань Ли протянул правую руку, и на нее стал конденсироваться еле заметный слой черной ци. Черная ци стала пульсировала и постепенно становиться все темнее, пока, наконец, не стал того же цвета, как чернила. У Хань Ли стало мрачное выражение лица. Его правая рука быстро стала набухать и в мгновение ок стала плотнее в 3 раза. Даже из-под черной обволакивающей ци было видно, как вены на руке Хань Ли набухли. В этот момент Хань Ли поднял голову и взглянул на Вэнь Тиньжэня. Из серого облака все громче стали доноситься грозовые раскаты, а само облако увеличилось в диаметре до 100 метров. В глазах Хань Ли мелькнула кровожадность, и он вдруг вскрикнул. Уничтожить его набухшая рука внезапно сжалась, и из его ладони врывался луч черно-красного света. Луч был длиной 10 метров и мгновенно появился перед облаком, оставляя после себя длинную прядь света. Вэнь Тиньжэнь понимал, что нельзя недооценивать эту технику, и тут же воспользовался своим древним медным щитом, чтобы закрыться от атаки. Однако этот луч не удалось заблокировать медным щитом, и он проник сквозь него, как нож в масло. Эта попытка воспользоваться лучом, чтобы заблокировать неизвестную технику, превратила меч в пыль. Из серого облака раздался приглушенный стон, когда луч прошел сквозь облако. В одно мгновение в нем образовалась расщелина черного цвета, разделив облако на 2 части. Разделив облако на части, луч света пролетел еще 10 метров, а затем рассеялся. В тот момент в одной части облака раздался гневный голос Вэнь Тиньжэня: «Да как ты посмел отрубить мне руку? Ты заплатишь за этой своей жизнью». Вслед за его гневным голосом другое облако исчезло, раскрывая отрубленную руку, плавающую в воздухе. Судя по куску ткани, что на ней висело, это была левая рука Вэнь Тиньминя. При виде этого Хань Ли невольно прищурился и тут же вспомнил название легендарной техники дьявольского да, дьявольский трансплантат. В этой технике использовала заранее изготовленная конечность в качестве замены, чтобы блокировать нападение на свое тело. Одной мысли было достаточно, чтобы заменить конечность на трансплантат. Особенно эффективна эта техника была при культивации любой еретической техники. Стоит сказать, что эта легендарная тайная техника дьявольского да может быть усовершенствована только культиваторами зарождающейся души. Хань Ли представить себе не мог, что Вэнь Тиньжэнь может использовать эту технику. Что касается страшной атаки, которую только что использовал Хань Ли, это была секретная техника глубокого инь-искусства, дьявольское инь-опустошение. Она была таким же свирепым, как и кровавая духовная дрель. Обе эти техники использовали часть своей первородной сущности, чтобы создать огромную, непреодолимую силу, которая израсходовалась после одного использования. Уровень культивации человека, использовавшего эту технику, влиял на то, сколько раз он мог использовать свою первородную сущность для создания этой техники.
В легенде говорилось, что если сконденсировать его до самой плотной формы, то можно разорваться пространство и время. Конечно, разве был кто-то, захотел бы тратить сколько времени на подготовку такой техники? Хань Ли смог сконденсировать атаку в достаточной степени, но это потребовало для него больших усилий. При виде того, что последние две атаки были неэффективными, Хань Ли предположил, что облако обладает чудесным эффектом сдвига местоположения хозяина. Вот почему он решил использовать дьявольское опустошение. Хотя эта атака бы и не смогла прорваться через космос, она смогла нарушить технику сдвига Вэнь Тиньжэня. Хотя Вэнь Тиньжэнь, возможно, избежал атаки с помощью дьявольского трансплантата, но его первородная ци, очевидно, сильно пострадала. Более того, судя по кровавому запаху, стоявшему в воздухе, ему не удалось хорошо справиться с техникой. Хань Ли внутренне ухмыльнулся, как вдруг услышал «хорош», и облако выпустило поток золотого света к его руке, который окутал ее. Хань Ли был поражен, но не успел он подумать об этом, как из серого облака Вэнь Тиньжэня раздался странный свист. Внезапно облако рассеялось, показывая Вэнь Тиньжэня. Хань Ли с холодным выражением на лице уставился на него. Вэнь Тиньжэнь с нескрываемой злобой уставился на него. Рядом с ним было 6 огромных злобных призраков, у каждого из которых была пара рог на голове, бивни во рту и чешуя, полностью покрывавшая их тело. Более того, вокруг их тела вращалась дьявольская ци, так что казалось, что это на самом деле были живые дьяволы, прибывшие в наш мир. Хань Ли мрачно пробормотал: «Дьяволы 6 путей». Вэнь Тиньжэнь холодно фыркнул и взглянул на свою отрубленную руку, а затем с кровожадностью взглянул на Хань Ли. «Сейчас ты познаешь весь ужас священной арки 6 путей». Хотя это всего лишь призраки, их будет более чем достаточно, чтобы разобраться с культиватором формирования ядра, таким, как ты. С тех пор, как Вэнь Тиньжэнь достиг своего нынешнего уровня культивации, он еще не получал такую тяжелую травму. Если прибавить к этому мощные магические сокровища Хань Ли, он возжелал убить его еще сильнее. Вэнь Тиньжэнь взмахнул рукой, и один из рогатых призраков позади него выплюнул светло-красный туман. Спустя мгновение туман обернулся вокруг плеча Вэнь Тиньжэня, туман рассеялся, а на месте оторванной руки была новая. Вэнь Тиньжэнь пошевелил пальцами и взмахнул рукой 2 раза, словно поправляя ее. Хань Ли пришел в изумление при виде этого. Вэнь Тиньжэнь с насмешкой взглянул на Хань Ли. Затем он хлопнул в ладоши, и призраки за ним увеличились в размере. Затем их тела стали постепенно растворяться, как будто они готовились к атаке. Хань Ли мгновенно отреагировал, подняв руку и указывая на голову Вэнь Тиньжэня. 2 огромных лазурных меча внезапно вспыхнули сиянием и метнулись в направлении Вэнь Тиньжэня. Однако Вэнь Тиньжэнь просто продолжил холодно смотреть на Хань Ли, словно игнорируя атаку мечей. Самый высокий из дьявольских призраков взлетел и схватил огромные мечи, заблокировав их атаку. Выражение лица Хань Ли стало торжественно, и он тут же сделал жест заклинания руками. Огромные мечи начали светиться лазурным светом, но, поскольку они были схвачены призраком, они не могли пошевелиться. Глаза призрака сверкнули холодным светом, казалось, он прищурился. В следующее мгновение он яростно выплюнул из своего рта серое дьявольское пламя на мечи перед ним. «Ха-ха! Сила дьявола захватила твои магические сокровища. Ты все еще думаешь, что они смогут вырваться?» Вэнь Тиньжэнь взвыл от смеха при виде того, как летающие мечи Хань Ли покрылись яростным дьявольским пламенем. Затем он без колебаний указал на Хань Ли, заставив остальных 5 демонов размыться и исчезнуть. Через мгновение они появились прямо снаружи барьера Хань Ли. Вэнь Тиньжэнь, казалось, был абсолютно уверен в своей победе и ждал, пока призраки уничтожат Хань Ли. Благодаря силе дьяволов 6 путей, он был уверен, что перед ним не смогут выстоять даже культиваторы на ранней стадии зарождающейся души. Искусство дьяволов 6 путей действительно заслужило свою репутацию как одного из самых мощных дьявольских искусств во всей области моря рассеянных звезд. При виде этого выражения лица Хань Ли стало холодным. Затем он поднял руки, и по всему его телу пробежали раскаты молнии, поразив приближающихся к нему призраков. Вэнь Тиньжэнь не поверил своим глазам. Призраки не смогли выдержать атаку молнии ни секунды, треснули на несколько частей, вспыхнули серым светом и исчезли. Вэнь Тиньжэнь был потрясен увиденным и до последнего считал, что все это было какой-то иллюзией. Хань Ли взмахнул руками еще, по его телу снова прошли раскаты молнии, и он уничтожил еще 2 призраков. В этот момент Вэнь Тиньжэнь наконец пришел в себя. Он громко закричал и выплюнул шар серебряного света, одновременно отдав приказ своему последнему призраку бежать. Хотя эти призрачные дьявола были сформированы из близлежащей духовной ци, в них также была часть духовной силы его собственного тела. Если бы все призраки погибли, то уровень его культивации бы также уменьшилась.
Хотя он смог бы восстановить его позже, но, находясь в бою, он был бы в невыгодном положении. Но перед тем, как шар серебряного света достиг Хань Ли, он услышал над собой вспышку грома. Цвет лица Вэнь Тиньжэня побледнел, когда он поспешно поднял голову и увидел, что последний дьявольский призрак превратился в пепел. По двум мечам скользили вспышки молнии, которые направлялись прямо к нему. Вэнь Тиньжэнь неосознанно отпрыгнул, прежде чем мечи могли ударить его. В следующий момент Вэнь Тиньжэнь оказался в сотне метров и уставился на Хань Ли с пепельным лицом. Обе его ноги теперь были охвачены малиновым пламенем. Внутри этого пламени можно было разглядеть вспышки лазурного света. Хань Ли в настоящее время не мог контролировать свои летающие мечи, чтобы продолжить погоню за Вэнь Тиньжэнем. В этот момент перед ним появился шар серебряного света Вэнь Тиньжэня, который превратился в огромный серебряный колокол и неожиданно ударил в него. Глава 574. Золотые зеркала 8 врат. Глядя на огромный колокол, Хань Ли указал на древнюю цветочную корзину перед ним и превратил ее в белую ци, а затем метнул в верхнюю часть колокола. В тот же самый момент колокол издал глухой звук. Хотя звук не был громким, но Хань Ли почувствовал, как его мозг дрогнул от звука, и он чуть не упал. Хань Ли ненавидел этот тип атаки больше всего. Это была звуковая атака, Хань Ли внутренне выругался, но тут же отреагировал. Цветочная корзина вспыхнула белым светом и вернулась в первоначальную форму. Вскоре она начала вращаться и испускать белое сияние, охватившее серебряный колокол, пытаясь схватить его. Конечно, серебряный колокол не собирался просто послушно подчиняться. Он засиял ослепительным серебряным светом и стал беспрестанно звенеть, но, поскольку он был окружен слоями белого ци, его атаки были притуплены. Тем не менее, Хань Ли все еще чувствовал дискомфорт от его звона. В тот момент Хань Ли перевел свой взгляд с двух древних сокровищ на своего врага. Божественная дьявольская молния. У тебя есть магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука, помимо легендарной божественной дьявольской молнии, которая специализировалась на подчинении злых и дьявольских искусств. Вэнь Тиньжэнь не знал ни другой молнии с такой же невероятной силой, которая была способна уничтожить его дьявольских призраков. В прошлом, когда золотой молниеносный бамбук последний раз появлялся, он стал причиной кровавой резни в охоте за ним. А теперь прямо перед Вэнь Тиньжэнем было магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука. Осознание этого шокировало Вэнь Тиньжэня. Выражение Хань Ли слегка изменилось после того, как Вэнь Тиньжэнь произнес название молнии. Однако Хань Ли лишь слегка ухмыльнулся, а затем его лицо снова потеряло всякие эмоции. Он просто управлял цветочной корзиной и собирался захватить серебряный колокол, прежде чем предпринимать что-либо еще. Вэнь Тиньжэнь, естественно, знал, что он правильно догадался, увидев реакцию Хань Ли, и его лицо побледнело. Несмотря на то, что он был лучшим учеником дьявольского Да, он теперь понял, что он столкнулся с необычным культиватором, который обладал божественной дьявольской молнией. Его сердце дрогнуло. Поскольку его призрачные дьяволы были с легкостью уничтожены божественной дьявольской молнией, он понял, что легенды о ее невероятном могуществе были правдой. Поскольку Хань Ли использовал эту молнию, подавляющее большинство его техник было бесполезно. Вэнь Тиньжэнь глубоко вздохнул и пристально уставился на Хань Ли. Лицо Вэнь Тиньжэня стало мрачным, а его сердце ушло в пятки от осознания того, что Хань Ли неизбежно станет врагом. Магические сокровища и уровень культивации Хань Ли были равны его собственным, но у Хань Ли также была божественная дьявольская молния, которая могла подавить подавляющее большинство его техник. Это было невыносимо. Вэнь Тиньжэнь взглянул на Хань Ли и принял жесткое решение: неважно, какую цену мне придется заплатить, но ты не покинешь этот остров живым. Одной божественной золотой молнии недостаточно, чтобы победить меня. В этот момент молодая женщина, которая держалась на расстоянии от битвы, была ошеломлена таким поворотом событий. Когда молодая женщина увидела, что Хань Ли контролирует золотых прожорливых жуков, она уже догадалась о его истинной личности. Это шокировало ее, ей было по-настоящему трудно поверить, что всего за несколько десятков лет уровень культивации Хань Ли сможет продвинуться с ранней стадии до поздней стадии формирования ядра. Но вспомнив, что в распоряжении Хань Ли был легендарный небесный котел, она тут же пришла в себя. До этого момента молодая женщина не была очень уверена, что Хань Ли сможет выиграть битву. Она считала, что бой продлится недолго, прежде чем Вэнь Тиньжэнь сможет победить Хань Ли, однако она не ожидала, что Хань Ли сохранит преимущество. Но то, что Хань Ли вдруг использовал золотую молнию, ошеломило ее. При виде того, как Хань Ли в мгновение уничтожил призрачных дьяволов Вэнь Тиньжэня, ее сердце дрогнуло. Это была божественная дьявольская молния. Она узнала ее раньше Вэнь Тиньжэня. Именно она дала Хань Ли стебель тысячелетней небесного молниеносного бамбука.
но теперь он стал золотым молниеносным бамбуков. Женщина предположила, что Хань Ли вовремя его путешествий удалось раздобыть его каким-то образом. Эта молодая женщина была, очевидно, фиолетовой духовной феей, которая последний раз видела Хань Ли в небесном зале. Внешность этой женщины сильно изменилась, и, похоже, она поневоле путешествовала вместе с Вэнь Тиньжэнем. Казалось, у нее была какая-то история, связанная с этими обстоятельствами. Фиолетовая духовная фея стиснула зубы и продолжила наблюдать за битвой издалека, предчувствуя, что битва вот-вот возобновится. Когда Вэнь Тиньжэнь увидел, что цветочная корзина Хань Ли вот-вот захватит его серебряный колокол, выражение на его лице изменилось. Внезапно золотое сияние у него во лбу стало сильнее светиться. Вскоре свет сконденсировался в небольшой изящный рог. Рог засиял золотым светом, а затем покрылся различными талисманными иероглифами. Этот рог был наполнен не только дьявольской ци, но и также чистой духовной ци. Хань Ли невольно прищурился, глядя на этот рог, а его сердце дрогнуло. Мгновенно указал на своих 2 лазурных меча и дезактивировал их. Огромные лазурные мечи загудели. Один из мечей разделился на 24 меча, а другой меч растворился по вспышке света. Затем Хань Ли воспользовался техникой призрачных теневых мечей и создал 3 копии мечей, которые тут же подлетели к нему. Затем они стали вращаться вокруг него с невероятной скоростью, образуя вокруг него защитный барьер. Вэнь Тиньжэнь не обращал внимания на действия Хань Ли, а спокойно проговорил: «Хорошо, очень хорошо. Я не ожидал, что ты окажешься настолько сильным противником. Сначала я считал, что мне будет достаточно призрачных дьяволов, чтобы победить тебя. Я был слишком высокомерен. Это большая удача, что я встретил тебя здесь. Когда ты войдешь в стадию зарождающейся души, убить тебя станет намного сложнее». С появлением золотого рога, казалось, Вэнь Тиньжэнь стал более уверенным в себе. Все следы паники исчезли с его лица. Без каких-либо эмоций Хань Ли тайно окинул Вэнь Тиньжэня своим духовным чутьем, но обнаружил, что помимо странного рога в его теле не было никаких других очевидных изменений. Хань Ли нахмурился, в его сердце мелькнуло подозрение, в результате чего он стал еще более бдительным. Однако он считал, что Вэнь Тиньжэнь просто блефует, а золотой рог — всего лишь уловка. Вэнь Тиньжэнь тут же развеял все сомнения Хань Ли, он развел руки, и из его рукавов вылетело 8 шаров золотого пламени. Эти шары были размером с кулак и тут же начали быстро вращаться вокруг него. При виде того, что Вэнь Тиньжэнь выпустил какой-то странный предмет, Хань Ли глубоко вздохнул и почувствовал себя раздосадованным. Он прекрасно понимал, что, хотя он обладал множеством магических сокровищ, с которым немногие могли сравниться, Вэнь Тиньжэнь был, вероятно, одним из тех немногих. В конце концов, он был молодым мастером коалиции Звездопада и верховным учеником Дьявольского Да. Ему определенно было очень легко заполучить необычные магические сокровища. Поскольку он не мог продолжать сражаться, полагаясь на свои магические сокровища, ему нужен был другой метод, с помощью которого он бы смог либо заманить его в ловушку, либо убить. Хотя Хань Ли не знал об этом, но Вэнь Тиньжэнь думал точно так же. Столкнувшись с бесчисленным количеством мощных техник Хань Ли, в его сердце зародилось сомнение. В результате он прекратил использовать какие-либо магические сокровища и решил использовать свое последнее средство — 8 шаров золотого пламени. В этот же момент пламя исчезло, а на его месте 8 октагональных зеркал, размером с ладонь, которые, казалось, были сделаны из чистого золота. Поверхность зеркал была такой же гладкой, как вода, и все они сверкали золотым светом. Между тем, обратная сторона зеркал была неровной и шероховатой и выглядела совершенно неприглядной. Когда Хань Ли увидел это, в его глазах мелькнуло странное выражение. Он вдруг вспомнил, что когда-то слышал об этих зеркалах, но не мог вспомнить их название. Женщина, стоявшая за Вэнь Тиньжэнем, внезапно вскрикнула: «Золотые зеркала 8 врат!» Хань Ли испугался и взглянул на красивую женщину. Она тревожно уставилась на зеркало и вдруг закрыла рот рукой. «Золотые зеркала 8 врат». Хань Ли показалось это название очень знакомым. Но, вспомнив о происхождении зеркал, его сердце ушло в пятки. Вэнь Тиньжэнь пристально взглянул на фиолетовую духовную фею, а затем снова перевел взгляд на Хань Ли и произнес ледяным голосом: «Поскольку моя спутница уже выкрикнула название этих зеркал, то, конечно же, ты теперь прекрасно понимаешь, насколько они сильны. Тебе конец». Золотой рог на лбу начал мерцать золотым сиянием, и тонкий золотой свет внезапно выстрелил из него, попав в одно из зеркал. Затем луч отразился в других зеркалах, каждый раз слегка увеличиваясь. К тому времени, когда он проник во все 8 зеркал, он стал таким же толстым, как маленькая бутылка. Глава 575. Божественное золотое пламя.
Когда Хань Ли видел, как луч света увеличивался с каждым отражением, он нахмурил лоб, глядя на каждое движение Вэнь Цзинэна. Его рука крепко схватила красно-желтый нефритовый скипетр, и из его спины мелькнуло серебряное свечение, а затем появилось 2 серебряных крыла. Золотые зеркала 8 врат. Откуда у него может небесное сокровище? Хань Ли невольно горько улыбнулся от осознания этого. Вспомнив происхождение сокровища, первая мысль, которая мелькнула у него в голове, была о том, что он не сможет выдержать атаку этого магического сокровища. Судя по описанию в легенде, ему стоило забыть о попытке заблокировать атаку. Золотые зеркала 8 врат были высокоранговым магическим сокровищем, которое уничтожило целое поколение мастеров Дворца Звезд. Когда-то им обладал культиватор с невероятными способностями, чье имя гремело по всей области моря рассеянных звезд в течение нескольких сотен лет. Этот одинокий культиватор мог противостоять всем силам Дворца Звезд, сохраняя преимущество. Тогда этот культиватор был действительно высшей фигурой в области моря рассеянных звезд. Конечно, главной причиной славы бродяги с небесными зеркалами был его высокий уровень культивации, который затмил всех остальных в области моря рассеянных звезд. Его магическое сокровище, золотые зеркала 8 врат, было широко известно как высокоранговое атакующее магическое сокровище даже во время его существования. Огромное количество культиваторов погибли из-за них, включая, по крайней мере, 6 культиваторов зарождающейся души. Это только подчеркивало ужасающую мощь магического сокровища. Конечно, зеркала Вэнь Тиньжэня были просто копией тех золотых зеркал, поскольку с его нынешней культивацией он не мог контролировать такое могущественное магическое сокровище. От одной попытки его тело бы разорвало на части. Разумеется, если бы Хань Ли думал, что это настоящее магическое сокровище, он бы тут же сбежал, не собираясь продолжать сражаться. Но даже в этом случае Хань Ли не желал попасть даже под одну атаку. В конце концов, репутация оригинала была слишком ужасающей. Он даже подготовил грозовые крылья, чтобы избежать атаки, если возникнет такая необходимость. Будучи уверенным в своих грозовых крыльях, Хань Ли смог подавить панику и нервозность в своем сердце. В этот момент золотой свет уже отразился на последнем зеркале и стал толщиной в человеческую голову. Он плыл впереди Вэнь Тиньжэня и непрерывно пульсировал, как будто вот-вот должен был лопнуть. Без всяких колебаний Вэнь Тиньжэнь взмахнул рукой и приманил световой шар, который тут же прилетел ему в ладонь. Вэнь Тиньжэнь схватил световой шар и уставился на Хань Ли. В его глазах мелькнуло странное выражение, когда он увидел крылья на спине Хань Ли, но оно вскоре исчезло. В этот момент фиолетовая духовная фея взглянула на золотой рог Вэнь Тиньжэня, а затем перевела взгляд на крылья на спине Хань Ли. Она почувствовала, что у нее во рту пересохло, а на лице появилось сложное выражение. Битва, которая должна была вот-вот начаться, выходила за рамки того, на что были способны обычные культиваторы. Для обеих сторон это была последняя попытка, это бой бы не на жизнь, а на смерть. Она могла только молча наблюдать и надеяться, что выиграет тот культиватор, которого она хотела. Вэнь Тиньжэнь сделал первый шаг, он поднес шар к своей груди, ударил по нему рукой, заставив шар рассыпаться на множество световых шаров размером с большой палец и выстрелить их в разные направления. Хань Ли никак не ожидал, что эти световые шары снова проскользнут в восьмиугольное зеркало. Зеркала сразу же засветились ярким светом и задрожали, а затем выпустили 8 лучей золотого света. В тот же момент, как лучи света выстрелили из зеркал, они мгновенно достигли Хань Ли. Выражение лица Хань Ли исказилось. Самый дальний слой его теневых мечей мгновенно исчез при контакте с лучом света. Даже настоящие облачные бамбуковые мечи распылись на множество искр. Они не смогли продержаться и доли секунды при контакте со световыми лучами. 5-элементный браслет вспыхнул радужным светом и смог заблокировать атаку лучей всего лишь мгновение, а затем издал жалостливый вопль и вспыхнул фиолетовой вспышкой света, а затем рассыпался на осколки. Хань Ли был поражен ударом и почувствовал боль от их потери. 5-элементный браслет был не очень полезен для культиваторов более высокого ранга, но он хорошо действовал в битве против культиватора того же ранга. Эта потеря действительно была для него ощутимой. После того, как золотые световые полосы разрушили 5-элементный браслет, они врезались в барьер красно-желтого света нефритового скипетра. Хань Ли глубоко вздохнул, и у него за спиной грянул гром. В мгновение окон исчез из поля зрения, и 8 полос света промахнулись в цель. Спустя мгновение Хань Ли снова появился в сотне метров от того места, где находился раньше. Гром грянул снова, и он снова исчез. Вэнь Тиньжэнь был поражен, увидев это. Его выражение лица изменилось, но, казалось, он тут же что-то понял. Его ноги загорелись алым пламенем, и он тут же переместился. В тот момент, когда он переместился, Хань Ли появился на том месте, где только что был Вэнь Тиньжэнь.
Хань Ли был удивлен, но тут же снова исчез во вспышке серебряного света, оставляя после себя раскаты грома. В этот раз Вэнь Тиньжэнь не двигался. Вместо этого он выстрелил из рога еще одну полоску золотого света. Его зеркала взлетели вверх и наклонились вниз. Как только золотой свет вошел в зеркало, они стали гудеть и трансформироваться в бесчисленные лучи света, наполняя воздух вокруг него. В этот момент Хань Ли снова появился примерно в 30 метрах от Вэнь Тиньжэня, и лучи света мгновенно приблизились к Хань Ли. Выражение лица Хань Ли сильно изменилось, и он поспешно взмахнул крыльями. Но под атакой золотого света он не мог сдвинуться. Хань Ли тут же взмахнул руками и выплюнул 2 летающих меча прямо в окруживший его золотой свет, а затем приказал им разорвать его. К великому сожалению Хань Ли, это никак не подействовало ни золотой свет, и он продолжил приближаться к нему. Сердце Хань Ли ушло в пятки, он поспешно открыл рот, высвободив из себя плотный поток золотой молнии. Золотой свет на мгновение замерцал, но никакого урона по-прежнему не было. В этот момент золотой свет переплелся с его красно-желтым световым барьером. Барьер начал раскачиваться, как будто золотой свет вот-вот проникнет в него. Лицо Хань Ли побледнело. Он взмахнул своим нефритовым скипетром и стал безумно вливать в него духовную силу. Желто-красный световой барьер замерцал светом, и его цвет вскоре стал светло-серебряным, в результате чего он смог отразить золотой свет. В этот момент на лице Вэнь Тиньжэня появилось удивление, но вскоре оно тут же заменилось враждебностью. Он сделал жест заклинания руками, а его маленькие зеркала внезапно направились на голову Хань Ли. Золотой свет нацелился на Хань Ли и начал превращаться в шары золотого пламени. Выражение лица Вэнь Тиньжэня стало торжественным. Его руки беспрестанно формировали различные сложные жесты, пока бормотал заклинание. Вскоре он открыл рот и выплюнул несколько шаров сущности крови. С каждым шаром крови его лицо становилось бледнее. Однако, когда шар сущности крови вошел в золотое пламя, его лицо стало совершенно бледным. 8 золотых огней мгновенно вспыхнули ярким светом, увеличив давление в несколько раз. Вэнь Тиньжэнь холодно взглянул на Хань Ли и устрашающе проговорил: «Ты достоин умереть от божественного золотого пламени. Удивительно, что с твоим уровнем культивации ты смог продержаться больше часа». Без каких-либо дальнейших колебаний он указал на 8 золотых шаров пламени, которые были над Хань Ли, и заставил их опуститься. Хань Ли тут же погрузился в золотое пламя. Изображение Вэнь Тиньжэня размылось, а затем он появился над золотым пламенем в медитативной позе. В следующий момент он начал создавать чрезвычайно странные жесты заклинаний, в то время как из его рога вышла тонкая золотая нить, которая проникла в огонь. В тот же момент, когда Хань Ли окутала пламенем, Вэнь Тиньжэнь медленно закрыл глаза. Вопреки ожиданиям Вэнь Тиньжэня, Хань Ли оставался спокойным и смотрел на золотой огонь, окружавший его торжественным выражением. После появления золотого пламени он заставил циркулировать свою духовную силу по всему его телу, увеличив силу серебряного светового барьера в 6 раз. В противном случае барьер бы давно рассеялся под натиском пламени. Казалось, Вэнь Тиньжэнь хотел использовать золотое пламя, чтобы истощить духовную силу Хань Ли, а затем сжечь его дотла. Всего минуту назад он проверил, насколько силен барьер Хань Ли, поэтому он не боялся, что не сможет убить его. Божественное золотое пламя было действительно необычным. Хотя оно было не таким мощным, как небесное ледяное пламя, не говоря уже о священном пламени Асуры, но оно было на том же уровне, что и небесный всепоглощающий огонь Цзень-Иня. Хань Ли внутренне проанализировал, насколько мощным было золотое пламя.